Добрый день! Это видео посвящено первобытным верованиям. Важной частью культуры человечества на протяжении ее развития являются верования и мифы. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что первобытная культура синкретична, то есть взаимосвязана. В современном мире художник рисует картину, занимается чистым творчеством. Но в представлениях человека традиционной культуры мир не делится на сферы, он целый, а у рисунка есть практическая польза. Например, для тренировки меткости или для выполнения мистического обряда, который сделает охоту удачной. К ранним формам верований относятся анимизм. Термин происходит от латинского anima – дух, душа. Это вера в существование души у человека и у других природных объектов. По мнению английского этнографа Эдварда Берната Тайлора, который ввел в науку это понятие, представления о душе возникли у древних народов в результате попыток понять разницу между сном и бодрствованием, а также желанием объяснить, что такое галлюцинации и видения. В этом коротком обзоре мы не будем разбираться с понятием «душа», но обязательно вернемся к нему в будущем. Тайлор считал анимизм самым древним верованием, которое лежит в основе любой религии. Однако сейчас известны его предшественники – аниматизм, безличное одушевление природы в целом, и магия. Сейчас анимизм распространен в Африке, Америке, Океании, Азии. В России анимистами остаются нанайцы, саамы, ханты, якуты, манси, ненцы и другие. Магия. Термин происходит от греческого мигея – волшебство. Вера в то, что на объект можно воздействовать при помощи особых потусторонних сверхъестественных сил. Джеймс Джордж Фрейзер, английский исследователь истории и религии, разделял магию подобия и магию заражения. Магия подобия – это когда мы, например, делаем фигурку человека, с помощью сверхъестественных действий связываем ее с конкретным человеком, потом втыкаем булавку в сердце и ждем, когда вам расскажут, что у того случился сердечный приступ. Для магии заражения берем предмет, который принадлежал вашему недоброжелателю достаточно долгое время. Например, топор, набедренная повязка, а еще лучше волосы или ногти. Особым образом на них воздействуем и ждем, когда побежит к жрецу за лекарством. В современном мире магию практикуют всем известные колдуны Вуду, но не только. К такой магической практике, как гороскоп, прибегают очень многие. Еще верят в наведение порчи из глаза, обращаются за помощью к колдунам. У вас наверняка есть знакомые, которые трижды стучат по дереву и плюют через плечо, а это магические ритуалы. Тотемизм. Термин происходит от североиндейского «ототем», что в переводе означает «его род». Чаще всего это вера в происхождение человека от какого-то животного. Им поклонялись, в большинстве случаев их запрещалось убивать и есть, хотя периодически могло совершаться ритуальные убийства и поедание. Однако тотемом мог стать ветер, дождь, голова черепахи или стебель маиса. Фрейзер считал, что именно тотемизм стал причиной для одомашивания животных и оккультуривания растений. Выращивали рядом с собой тотемных предков, время от времени совершая заклания. Тотемизм оказал большое влияние на формирование более поздних религиозно-мифологических представлений, особенно на культ предков. Сейчас тотемизм сохранился в Австралии, Америке и Африке. Фетишизм. От французского «фетише», что значит «волшебство». Поклонение неодушевленным предметам с особыми сверхъестественными свойствами. Это амулеты, обереги, такие как кусок камня, лапка кролика, зубы акулы. Можно сказать, что сказочная волшебная палочка – это тоже фетиш. Религиозный фетишизм сохранился и сегодня. Так, для привлечения удачи нужно надеть украшения с подходящим камнем. Почитание мощей в христианстве и буддизме и черного камня в исламе – тоже фетишизм. Шаманизм. От венкийского слова «шаман». Это способ общения с потусторонним миром через особенного человека, обладающего способностью к такому общению. Ритуальные действия шамана – это камлание, в результате которого либо духи вселяются в тело шамана, либо его душа отправляется в мир духов для решения насущных проблем. Сейчас шаманизм есть на Алтае, в Бурятии, Якутии, Корее, Мексике, Перу и других местах. Каковы были мифы у народов в первобытную эпоху, мы можем судить по данным археологических раскопок.
Анализ погребений дает нам возможность предположить, каковы были представления о посмертном существовании души в загробном мире. Картину дополняют этнографические исследования народов, находящихся на первобытной стадии развития. В эпоху позднего палеолита на планете уже обитали Homo sapiens, и параллельно с ними существовали неандертальцы, которых некоторые ученые относят к Homo sapiens, а другие к Homo, но иного вида. Неандертальские погребения – предмет дискуссии. Есть гипотезы о том, что сначала сформировалась вера в наличие души и ее загробного существования, а потом сложились погребальные обряды и другие верования и культы. Возможно, у неандертальцев была боязнь самого трупа, то есть они предполагали наличие необычных, сверхъестественных, а значит пугающих свойств. По другой версии, неандертальские погребения – это забота об умершем как о больном, без понимания разницы между мертвым и живым, а значит еще до появления веры в наличие души. То есть неандертальские способы обращения с умершими возникли раньше религиозных представлений. Эти способы аналогичны инстинктивным действиям, свойственным животным, стремлению избавиться от гниющего трупа, инстинкт опрятности, и стремлению сохранить его вблизи себя, инстинкт социальной привязанности. Возможно, возникшая у неандертальцев традиция захоронения умерших стала одним из факторов, повлиявших на развитие религиозных представлений у Homo sapiens. При жизни сравнительно небольшими группами, в которых все друг друга знали и каждый вносил свою лепту в благополучие племени, смерть одного из членов разрушала гармоничное существование всего коллектива. Даже не понимая принципиальной разницы между мертвым и живым, первобытные люди осознавали, чувствовали, ощущали, что-то произошло с их родичем. Гниющий труп, оставленный в племени, приносил болезни, а за ними и новые смерти. А значит, умершего нужно сделать безвредным для живых. Для этого прежде всего и служили погребальные обряды. Но если избавиться от одного из членов, нарушится гармония существования всего племени. Древние люди нашли решение этой задачи. Они пришли к необходимому им компромиссу. Нужно изолировать, то есть похоронить, но на территории, принадлежащей племени. Возможно, именно вопрос о том, что же произошло с родичем, почему он не может проснуться, ведь смерть похожа на сон, и породил представление о духе, душе, которая отделяется от тела, и о том месте, куда она уходит, то есть о загробном мире. У народов, находящихся на самом раннем этапе развития, определяется только направление, в котором уходят души умерших. Есть верования, предполагающие разные судьбы для душ особых людей, таких как вожди, жрецы, колдуны и всех остальных. Первобытные представления фиксируют возможность душ умерших вселяться в живых людей, и не обязательно со злым умыслом. Так у эскимосов существует следующее интересное поверье. Душа умершего предка вселяется в тело родившегося в этой семье ребенка, но находится там только до тех пор, пока его собственная душа не окрепнет. Древнейшие мифы, говорящие о загробном мире, отображают его как копию земного, где душа человека продолжает вести такое же существование, как и на Земле. Поэтому душа нуждается там в еде, питье, одежде, орудиях труда и предметах быта. С этими представлениями связаны как похоронные обряды, во время которых нужные предметы помещаются в могилу умершего, так и различного типа обряды, проводимые позднее в местах захоронений живыми родственниками умерших. Практически у всех первобытных народов зафиксирован страх перед умершими, которые могут возвращаться на землю и вредить живым. Поэтому забота об умерших, как во время похоронных обрядов, так и позднее, обусловлена в первую очередь не любовью и привязанностью к близким людям, а опасениями за собственное благополучие. У многих племен зафиксированы обряды, мешающие покойнику вернуться на землю. У многих первобытных племен существуют мифы, согласно которым смерть не является естественным завершением жизни, а есть результат чьей-то ошибки, обмана или злого умысла. Идеи такого же типа обнаруживаются в мифах народов, создавших цивилизации древнего мира. Некоторые первобытные народы верят в то, что каждый человек обладает несколькими душами с различной посмертной судьбой. То есть одна душа может оставаться в могиле вместе с телом, а другая уходить на небо или еще куда-нибудь.
Такие идеи позднее получили развитие во многих национальных религиях древнего мира. Многие религиозно-мифологические представления, которые появились уже в первобытную эпоху, сохранились в более позднее время, вплоть до сегодняшнего дня. Переходя от культуры к культуре, мы проследим их присутствие и трансформацию. А следующее видео будет посвящено культуре одной из самых древних цивилизаций – культуре Египта. Комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. Спасибо за внимание!